Всем привет! Peugeot 307. Замена опорного подшипника передней стойки. Вот подшипник. И на всякий случай взяли подушку, чтобы потом не ездить, не искать. Если она будет порвана, мы и подушку поменяем. Стянули пружину стяжками, и теперь нам надо внизу гайку открутить. Но открутить мне ее не удалось, и воспользовался, положил, короче, гайку вот эту и прихватил нижние гайки. Только после этого как-то эта гайка пошла. Когда я ее откручу, я просто посрезаю сварку и оставлю ее оригинальную. Так, вот подушка. Сейчас посмотрим, какого она. Так, смотрим. То, что и подозревали, часто подушка рвется. Вот уже. Видите? Металл отошел. То есть под замену. Хорошо, что новую купили. Целенькая. Так, теперь смотрим подшипник. Подшипник, вот он. Сейчас мы его снимем. И посмотрим, в каком он состоянии. Сейчас я его сниму, покажу. Нормально снять у меня не получилось. Он весь раскрошился, поржавел. Шарики все высыпались. Короче, куски эти сниму, буду ставить новые и собирать в обратной последовательности. Так,
от старого подшипника ничего не осталось. Вот поставил новый. Вставляется и все. Так, новая подушка. Защелкивается в пазы. Все, комплект собран. Теперь смазываем графиткой, чтобы в дальнейшем, если придется, легче будет все разбирать. Не как этот раз. Ну и все. Собираем все в обратной последовательности. Вот гайка, которую я приварил, не мог открутить. Ее зажимать нужно не очень сильно. Смысла нету сильно ее зажимать. Вот так. Все, буду ставить, еще покажу. Итак, на этом видео буду заканчивать. Что хочу сказать. Обращайте внимание на подшипник стойки. Если он начнет закусывать его, то есть пойдет нагрузка на пружину. Пружина в конце концов лопнет, и вам придется и подшипник поменять, и пружину поменять, и не одну, а две, так как меняются постоянно две пружины. Так что обращайте внимание, как себя ведет пружина, хрусты, щелканье, все это проблемы со стойкой. Все, всем удачи, пока.